Всем привет! Меня зовут Алина, и я ваш учитель русского языка. Сегодня я хочу обсудить с вами, в какой же форме использовать дни недели, месяцы, времена года и время дня, когда мы отвечаем на вопрос «когда?». То есть не просто базовая форма понедельник, вторник, январь, февраль, а именно форма, когда нам нужно ответить на вопрос «когда?». Включайте субтитры на английском или русском языках, подписывайтесь на канал, лайкайте это видео и давайте начнем. Прежде чем мы начнем наше видео, я хочу поделиться с вами очень радостной новостью. Я обновила свой Patreon, и теперь там вы можете найти намного больше информации и намного больше практики. Если вы хотите тренировать ваш слух, если вы хотите слушать песни на русском языке, смотреть видео с субтитрами, то вы можете подписаться на мой Patreon, и в месяц вы будете получать 2 песни и практику к ним, также 2 видео, короткая версия с практикой и тестами и длинная версия, полная версия видео, просто чтобы смотреть на русском и включать субтитры на английском или русском языках. Я знаю, что это очень большая проблема. Всегда, если вы хотите посмотреть что-то на русском языке, никогда нет субтитров, и вы не можете ничего смотреть. Поэтому я создала для вас такую возможность, где вы можете больше практиковать ваш слух, и таким образом вы будете лучше понимать носителей русского языка. И давайте начнем. Для начала дни недели и их базовая форма. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. И теперь, когда нам нужно ответить на вопрос «когда?», мы будем использовать дни недели в винительном падеже с предлогом «в». И таким образом у нас получится в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, в субботу, в воскресенье. Обратите внимание, что во вторник. Только потому, что вторник имеет в начале 2 согласных в «т», мы добавляем к нашему предлогу «в» букву «о». И таким образом это лучше звучит во вторник. Но существует и другой вариант, как нам использовать дни недели, отвечая на вопрос «когда?». Это дательный падеж плюс предлог «по». В чем же разница? Когда мы говорим в понедельник, мы имеем в виду, например, в этот понедельник, то есть один понедельник. Но когда мы говорим по понедельникам, мы имеем в виду каждый понедельник, то есть вы повторяете какое-то действие каждую неделю. Таким образом у нас получится по понедельникам, по вторникам, по средам, по четвергам, по пятницам, по субботам, по воскресеньям. Также обратите внимание, что здесь дни недели во множественном числе. То есть не среда, понедельник, а понедельники, вторники. Все во множественном числе, потому что каждый понедельник, каждый вторник. Далее, месяцы. Базовая форма. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. И когда мы говорим «когда», мы ставим наш месяц в предложный падеж. Но также мы используем предлог «в» всегда. Таким образом у нас получится в январе, феврале,
в марте, в апреле, в мае, в июне, в июле, в августе, в сентябре, в октябре, в ноябре, в декабре. Но есть и другой вариант. Очень часто нам нужен месяц, когда мы говорим о каком-то событии, когда нам нужно назвать какую-то дату. В этом случае мы, конечно, можем сказать просто в январе, феврале, но что делать, если нам нужна точная дата? Например, вы хотите назвать ваш день рождения. Тогда такая форма нам не подойдет. Нам нужно использовать другой падеж. И мы должны будем сказать все наше число, всю нашу дату в родительном падеже. Например, если вы хотите поговорить о вашем дне рождения, тогда у нас получится: мой день рождения 12 сентября 1998 года. У меня есть видео, где я более подробно говорю обо всех этих датах, числах, как мы меняем окончание, что мы делаем. Вы можете его посмотреть по ссылке, которая появится. И последняя часть — наши сезоны. Для начала сезоны, потом время дня. Они будут похожи, потому что и то, и другое мы используем в творительном падеже. Но если вы не хотите запоминать все эти падежи, потому что дни недели один падеж, месяцы другой падеж, здесь третий падеж, всегда разные падежи. Может быть, вы не хотите этого делать. Тогда вам просто нужно запомнить наизусть вот эти формы, потому что они очень важны. Нам всегда нужно говорить вот эти разные формы. И таким образом получится сезоны. Для начала базовая форма. Зима, весна, лето, осень. И на вопрос «когда?» зимой, весной, летом, осенью. Видите? Везде разные окончания, потому что везде разный род. Мужской, женский, средний, всегда разные. То же самое время дня. Утро, день, вечер, ночь. Утром, днем, вечером, ночью. Обратите внимание, что и сезоны, и время дня мы используем без предлогов. Никаких предлогов здесь нет. Просто творительный падеж и все. Ничего другого мы не добавляем. Вот и все. Надеюсь, было не так трудно. Как я уже сказала, у меня есть более полное видео, где я охватываю вообще все возможные формы, когда нам нужно говорить о времени. Это видео более короткое, более легкое и, я думаю, более полезное, потому что все эти слова, которые я дала вам сегодня, они используются намного чаще, чем то, что я давала в предыдущем видео. Если вы приобретете подписку на мой Patreon, то вам уже откроется доступ к нескольким заданиям. У вас будет задание по этому видео, которое вы сейчас смотрите на эту тему. Также будет дополнительное задание по одному из моих старых видео. И у вас будет одна песня и одно видео для тренировки вашего слуха и для того, чтобы лучше понимать русскую речь. Поэтому уже сегодня вы сможете практиковаться и практиковаться много. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и изучайте русский язык вместе со мной.